I had exactly the wrong kind of upbringing for an author. Для писателя у меня было совершенно неправильное воспитание. My parents were very kind. Родители были очень добрые. And left me with no psychoses whatsoever. Никакого психоза они мне в мою жизнь не привнесли. They were religious in a special Church of England way. Они были религиозны так, как бывают религиозные люди, принадлежащие к англиканской церкви. Специфически. That is to say, they never ever went to church. То есть они в церковь не ходили вообще. But the church that they did not go to was the Church of England. Но церковь, в которую они не ходили, это была англиканская церковь. They wouldn't dream for one moment of not going to the Roman Catholic Church. Им даже и не снилось ни на секунду не пойти вдруг в римско-католическую церковь. And as far as I can define it, they had a very traditional English approach to religion, which is God is probably very busy and it is best not to disturb him. Вообще, насколько я теперь могу себе представить, у них был такой типичный для англичан подход к религии, который заключается во фразе «Боженька, наверное, сильно занят, лучше сейчас его не беспокоить». But at the age of 10, I discovered the local library. В возрасте 10 лет я обнаружил поблизости библиотеку. Within a week, I had a Saturday job. A Saturday job at the library, and I had written out 156 library tickets in my own name. Буквально через неделю у меня появилась так называемая работа по субботам, то, что называется для школьника, и я уже выписал 100 там с чем-то таких карточек, собственноручно на собственное имя, библиотечных карточек, формуляров. I went through the bookshelves like a chainsaw. Я как ураган пронесся по книжным полкам. Technically, in those days, I was too young to go into the adult library. В принципе, формально, я был слишком мал, чтобы ходить во взрослую библиотеку. But of course, I was an honorary librarian. Но я же был почетным библиотекарем. That meant I was an honorary adult. То есть я как бы уже считался почетным взрослым. That meant I could take out any book in the library, even if it was unsuitable for me. И это значит, что я мог себе позволить взять любую книжку домой, даже если она для меня, так сказать, не подходила по возрасту. And I may say, especially if it wasn't suitable for me. И даже в первую очередь, которая мне не подходила по возрасту. Some of those I read twice, I can tell you. Некоторые из них, честное слово, я перечитывал дважды, которые не подходили. I hope some of you can recall that kind of fire that comes when you want to read every book that has ever been written. Я надеюсь, что у кого-то из вас вот это в жизни бывало, вот этот как бы огонь, когда ты хочешь немедленно пожрать все книги, которые когда-либо были написаны. And then one day, the head librarian handed me 3 books tied together with string and said, "These have just come in, they might interest you." И вдруг однажды наступил день, когда старший библиотекарь протянула мне 3 книжки, связанные вместе бечевкой, и она сказала: вот эти мы только что получили, тебе они, может быть, понравятся. It was called The Lord of the Rings. Книга называлась «Властелин Колец». I read it in 24 hours. Я прочел ее за 24 часа, все 3 тома. Then I read it again. А потом начал сначала. And from that moment on, I was looking for something that was similar. И с того самого момента я начал искать похожие книги. I read all the fantasy. Я прочел все фэнтези. I read all the mythology. Я прочел мифы, легенды. Because mythology is like fantasy. Потому что мифы, они немножко похожи на фэнтези. Guys with helmets hitting one another with swords.
ребята в шлемах дерутся на мечах. Then I read the mythology, Значит, мифологию прочел. because that's guys with helmets hitting one another with swords. Потому что это тоже ребята в шлемах бьют друг друга мечами. I read the ancient religions, guys with helmets hitting one another with thunderbolts. Потом я углубился в древние религиоведения. Ребята в шлемах лупят друг друга молниями, ударами молнии и грома. And of course, ancient history, guys with helmets hitting one another with swords. И опять же древняя история. Мужики в шлемах лупят друг друга мечами. So without a teacher guiding me, I was getting an education. То есть я таким образом, без всякого учительского направления, получал образование. One book leads to another book. Вы знаете, как это бывает. Одна книга ведет к другой. And every new book helps little pieces of information take their place in a network of knowledge. И после каждой книги кусочки информации оседают на нужном месте в твоей собственной мозаике. At school, geography consisted of things like the exports of Peru. Of what? Peru, place in South America, the exports. Значит, география у нас в школе преподавалась примерно таким образом. Вот мы изучали экспорт из Перу. What I was actually reading in the library was glaciation, was the changing nature of the planet. А то, про что я читал в библиотеке, это была глициация, да, изменяющаяся природа земного шара. I was reading about the history of mankind. Глициология, наверное. Я читал историю человечества, The history of the Silk Road. историю шелкового пути. Anything that looked as if it would be interesting. Я все читал, что на вид казалось интересным. When I was 17, I left school Когда мне было 17 лет, я ушел из школы to become a journalist и решил стать журналистом. because I clearly wasn't suitable for anything else. Потому что ни для чего другого я вроде бы не подходил. Это было ясно. And that way I made my living by writing. И я таким образом стал зарабатывать себе на жизнь писанием. You left school or you finished? Like? No, I should have stayed on at school. А, нет, ушел, правильно я перевела. Как ушел действительно из школы. Мог бы еще поучиться. But it didn't seem to be doing me any good. Но мне показалось, что уже смысла нет. The first day in journalism, Мой первый день, I saw my first ever dead body. в первый же день работы журналистом я увидел свой первый труп. It had just been pulled out of a well. Его только что из колодца выудили. It was extremely dead. Очень мертвый был. And I learned 3 things. Чрезвычайно мертвый. И я тогда научился 3 вещам. One is that a dead body can go a variety of interesting colors. Я, во-первых, понял, что труп может быть окрашен в разные очень интересные цвета. The second thing was that this experience was a lot more interesting than double mathematics, which I would have been doing at that time had I stayed at school. А во-вторых, я понял, что эта работенка гораздо интереснее, чем решать уравнения с 2 неизвестными в школе. And thirdly, I learned that it's possible to go on being sick, even though you've run out of anything to be sick with. А третья вещь, я понял, что можно продолжать блевать, извините, даже когда внутри у тебя уже ничего не осталось. And all the while,